Давайте вместе с вами разбирать этот лабиринт. Никита уже подтянул. Тяни, тяни, что там у тебя? Это капуста. Это белокочанная капуста, из которой мы обычно варим щи или борщ. Наша с вами задача прорастить наши семена, и чтобы они выпустили 2 настоящих листочка. И мы сразу употребим их в пищу. Ну что, ребят, предлагаю вам сделать декоративную капусту своими руками. Настоящий эксперимент. Спустя сутки мы посмотрим, как изменится наша капуста. Бывает ли школа без учебников, портфелей и оценок? Конечно, бывает. И это самая нетипичная школа – школа агрономиков. Я нетипичный фермер Анна Акинина, а это мой большой помощник Гриня. Привет! Привет, ребята! Добро пожаловать в школу агрономиков. Меня зовут Аня, а это Гриня. Привет! Ребят, ну что, давайте знакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Алена. А тебя? Меня зовут Никита. Очень приятно. Чтобы стать агрономиками, вам нужно будет узнать и запомнить много нового про растения. Но не переживайте, у нас занятия совсем не нудные, а веселые. Вы готовы? Готовы! Тогда начинаем наш урок. Мигрик, мигрик. И тема сегодняшнего нашего занятия – капуста. Когда ты слышишь слово «капуста», первым делом представляешь вот такой большой белый качан самой обычной капусты. Но на самом деле капуст очень-очень много. Это целый вид, который так и называется – капустные. Вид объединяет все эти, на первый взгляд, разные растения. А вот отличаются они сортами. И первое мое задание – разобраться, где какой сорт капусты. Ого! Это просто! Тут есть карточки, подсказки. Вам нужно всего лишь распутать лабиринт. Не переживайте, я вам помогу. Готовы? Да. Да. Тогда поехали, давайте вместе с вами разбирать этот лабиринт. Тяни ее скорей. Тяни, Ники, давай помогай, куда он у нас идет. Цветная капуста. Цветная капуста, здорово. Но она же белая. На самом деле цветная капуста так называется цветной не из-за цвета, а из-за того, что вот эти белые штуки – это на самом деле цветы. Ничего себе. Ну что, давайте искать следующий сорт. Никита уже подтянул. Тяни, тяни, что там у тебя? Это капуста. Это белокочанная капуста, из которой мы обычно варим щи или борщ, или делаем голубцы. Ну что, у нас с вами остался еще один лабиринт. Давайте тянуть. Так, распутываем, распутываем. О, что это такое? Это брокколи. Брокколи. С этим заданием вы справились, изучили самые популярные сорта капусты. А теперь переверните эти карточки и соберите пазл. Собираем, собираем. О, тут что-то красивое. И что же там такое красивое, Никит? Ну-ка. А это капуста. Какая капуста? Мы только что с вами ее находили. Это белокочанная капуста. Белокочанная – это самая распространенная капуста в наших огородах и, конечно, в наших холодильниках. Мы часто из нее готовим, а еще бывает декоративная капуста. Ее кушать нельзя, но на нее можно любоваться. Ну что, ребят, предлагаю вам сделать декоративную капусту своими руками. Для этого нам понадобится краска, кисточки, вода и вот такие вот листочки. Я дала вам прямоугольные, себе вырезала вот такое вот как облачко.
Можно взять любое, и мы с вами будем сейчас разукрашивать. Вообще видов декоративной капусты очень много. Она всех цветов радуги. Белая, желтая, зеленая, розовая, сиреневая. Поэтому я предлагаю вам поэкспериментировать и нарисовать такую, которая вам понравится больше. Я, наверное, начну с сиреневого цвета. Капуста очень часто бывает сиреневого цвета. А чтобы получился у меня сиреневый цвет, я возьму красную, чуть-чуть синий и белую. Так, Никита взял зеленый цвет. Алена, ты что будешь рисовать? Желтым. Желтым. Так, Никита последовал моему примеру, замешивает там вовсю. Какие цвета мешаешь, Никит? Желтый и белый. Здорово, я вот зеленым увлеклась. Ребята, вот ваши капусты вы раскрашиваете красками. А как думаете, откуда в растениях берутся разные цвета? Не знаю. А ты? Тоже не знаю. А я вам и расскажу. На самом деле у растений тоже есть свои краски. Они называются пигментами. Это особые соединения, благодаря которым растение становится зеленым, красным, синим, желтым. У каждого пигмента и есть свое название. Самый известный пигмент зеленый. Он называется хлорофилл. И содержится он во всех-всех зеленых растениях. А в некоторых растениях пигментов так много, что из них даже делают натуральные краски. Спасибо, Гриня, очень интересно. Наши заготовки высохли, и теперь мы будем с вами вырезать их по спирали. Так, ну что, смотрите, как я буду вырезать вот так вот по спирали. И вы сейчас повторите за мной. Ну что, давайте тоже аккуратненько вырезайте по спиральке. Если нужна вам помощь, вы мне скажите, хорошо? Ага. Ну что, ребят, продолжаем. Какие классные у нас получились капусты, а точнее спирали из этих капуст. И теперь я даю вам клей. Держи, Ален. Держи, Никит. И мы с вами будем склеивать капусту. Вот так вот ее раскладывать. Смотрите. И вот так вот проклеивать. Ну что, у нас получились наши декоративные капусты. Вообще декоративные капусты украшают грядки или клумбы. А мы же нашей самодельной капустой можем украсить, например, стеллаж с рассадой или цветок в кашпо. Что еще можно украсить? Например, открытку. Правильно, можно украсить открытку. Никита, что еще будем украшать? Шляпу. Да, можно использовать в качестве шляпы. А я предлагаю вам украсить наш стеллаж. Молодцы! Очень красиво получилось! Жаль, что дома такая капуста не вырастет. Такая может и не вырастет. Но есть один вид капусты, который вы можете вырастить даже у себя на подоконнике. Мигрик, мигрик. Ух ты! Вот это волшебство. Так, что же у нас появилось на столе? Контейнеры. Правильно. Держи, Никит. Всем по контейнеру. Это что такое? Коврики. Коврики. А у нас просто Алена уже выращивала микрозелень, она знает, да? Сейчас ты научишь Никиту? Это льняные коврики, они кладутся вниз контейнера. И у нас есть с вами Пшикалки. пшикалки. Держи. Давайте опрыскиваем хорошо наши коврики. И, конечно, у нас появились волшебные семена от Грини. Наша с вами задача прорастить наши семена, и чтобы они выпустили 2 настоящих листочка. И мы сразу употребим их в пищу. Здорово. Ну что, раздаю семена? Кто у нас на семенах? Кто там нарисован? Гринька. Гринька. Открываем упаковку и высыпаем равномерно наши семена. Можно вот так вот пальчиком разровнять. Никит, вот видишь, как легко и просто. Мы засыпали семена на коврик, и всего через 2 дня у нас появятся первые всходы. Ален, ты же знаешь, когда мы выращиваем микрозелень, что мы в конце делаем? Накрываем. Накрываем и складываем пирамидку из наших контейнеров. Давай, покажи Никите, как? Один в другой, вот так вот. И ждем, когда появятся наши всходы.
А как только появятся первые всходы, мы их достанем в наши контейнеры и поставим под солнышко. Ребята, как вы думаете, а зачем вообще поливать растения? Чтобы они росли. Чтобы они не сохли. Все правильно. А еще именно с водой в растения попадают питательные вещества. И сейчас вы увидите это своими глазами. Вау! Заинтриговал ты нас, Гриня. Мигрик, мигрик. Вот это класс! Ну что, смотрите, что появилось на столе. Это пекинская капуста, стаканчики, пищевые красители и вода. Мы что, будем красить капусту? А не скажу, это сюрприз. Наливайте воду в стаканы. А теперь высыпаем краситель в воду и хорошенько все размешиваем. Мы представим, как будто краситель – это все-все полезные вещества, которые есть в земле. Берем красители и по несколько капелек добавляем в воду. У меня желтый. Алена, у тебя какой цвет? Синий. А у Никиты? Красный. Хорошенько перемешиваем. Ребята, а какие полезные вещества знаете вы? Любые витамины. Правильно. Кальций. Да, тоже верно. На самом деле есть 3 самых главных компонента, которые растения берут из земли. Это азот, фосфор и калий. Правильно, азот помогает стволам и листкам быстрее расти. Фосфор полезен для лучшего роста корней и плодов, а калий ускоряет доставку всех этих веществ в клетки растения. Да, очень полезные вещества. А если в земле их будет совсем мало, то наши растения будут плохо расти. Поэтому дачники обычно и добавляют в землю удобрения. И сейчас мы увидим, как они попадают в листья. Берите по листку капусты и ставьте их в воду. Все оторвали себе по листочку капусты и вот так аккуратненько опускаем листочек. Пока ничего не происходит. Никит, для изменений прошло еще совсем мало времени, а я предлагаю сделать еще один стаканчик с обычной водой. Мы не будем добавлять в нее краситель. И теперь это настоящий эксперимент. Спустя сутки мы посмотрим, как изменится наша капуста. Как же не хочется долго ждать. Но у нас же с вами есть волшебство Гриня. Да, на помощь нам придет волшебство. Мигрик, мигрик. Ух ты! С красителем сработало. Действительно сработало. Смотрите, какие листочки капусты стали яркие. Особенно, мне кажется, желтый больше всего впитал в себя. Ребят, вы вообще поняли, как такое произошло? Растение впитало воду и попало в каждый кусочек листика. Действительно, все верно. Мы видим, что питательные вещества равномерно распределяются по всему листу. Именно вода служит растению паровозиком, поездом, который перевозит питательные вещества. Поэтому так важно вовремя поливать и огород, и домашние цветы в горшках. Будете помогать родителям это делать? Да. А вот и микрозелень крест-салата. Уже выросла. Это потому что Гриня ускорил время. Да, я умею это делать. Я же фитошка. Ну что, попробуем, что у нас выросло? Да. Давайте. Немного острое, да? Да. Угу. Похоже на горчицу или на редиску. Мне кажется, это отличная приправа к яичнице или бутербродам. Теперь вы точно готовы стать агрономиками. Ведь самое главное не только разбираться в растениях, но и есть их. Мы с Гриней дарим вам значки. Знаете, что это означает? Это значит, что мы агрономики. Правильно. Давай, Ален, начнем с тебя. Поздравляю тебя, Никита. Научился растить микрозелень? Да. Ну что, держите свои подарки. Спасибо. Спасибо. Вы большие молодцы. На этом все. Гриня, что ты делаешь?
Думаю, самая большая капуста в мире весила 35 килограмм, то есть примерно как 17 таких капуст. Как считаешь, а смогу ли я вырастить что-нибудь такое же гигантское? Конечно, сможешь. Ты же фитошка. А когда вырастешь, и нам расскажешь с ребятами. Да-да, точно. Сделаю целый урок когда-нибудь. Так что следите за нашей программой. У нас впереди еще много чего интересного. До новых встреч. Пока. Пока!